В этом видео простой трюк я вам покажу, как сделать так, чтобы цена чаще достигала ваших тейк-профитов и реже происходили ситуации, когда цена доходит тик-в-тик до вашего стоп-лосса и затем разворачивается и идет в прибыльную сторону. Как сделать так, чтобы этого не то что не было, но было меньше. Я записываю это видео совершенно рандомно, у меня здесь нет никаких приспособлений для записи видео. Камера вообще стоит на такой корзинке какой-то, подставки, но я надеюсь, что это не скажется на контенте. И если будет полезно, лайк, комментарий, делитесь с друзьями. Сами знаете, что нужно делать. Давайте запишу этот важный момент. Так, что нам нужно для этого? Нам нужен TF, таймфрейм, чтобы грамотно ставить тейк-профит и стоп-лоссы. Нам нужен время, символ и сигнал. Сложновато, сейчас все разберем. Итак, прежде чем думать о том, где, как, к каким критериям ставить тейк-профит и стоп-лосс, используя вот этот метод, о котором я сейчас скажу, нужно четко знать, на каком таймфрейме ты торгуешь. Один таймфрейм для сигнала пока. Время, в какое время, если ты дейтрейдер, то конкретный интервал времени. Символ, валютная пара, акция, фьючерс, неважно. От этого во многом будет зависеть твой стоп-лосс, тейк-профит. Ну и, конечно, сигнал. Это может быть графический сигнал, паттерн какой-то, свечная комбинация. Это может быть индикаторный какой-то сигнал. Неважно, где у тебя есть вход в рынок. Да, даже если ты не уверен, что у тебя есть сигнал, либо ты не уверен в самом сигнале, ничего страшного. Давайте сейчас попробуем посмотреть. Может быть, даже тот сигнал или тот вариант входа, который у тебя есть, он рабочий. Просто стоп не там стоит, и из-за этого либо тебя выносит рано, либо у тебя слишком широкий стоп, и цена никогда не доходит до этого тейк-профита, а ты ходишь в хорошее соотношение. Чтобы было хорошее соотношение, нужно ставить тейк-профит очень далеко, а стоп надо ставить как-то очень близко, и получается, что ты не можешь никак баланс найти, и вроде хороший сигнал может быть, а ты наоборот ищешь что-то еще. Так, надо что-то улучшить, здесь надо доработать, здесь надо что-то изменить. И опять начинается все заново, но результат не становится лучше. Это очень простая техника, но очень мощная. Итак, определись со своим таймфреймом, выбери время, когда торгуешь, если дейтрейдер, потому что дейтрейдеры в основном торгуют на минутки, 5-минутки, либо М1, либо М5. Я торгую на М1, мы сейчас посмотрим на моем примере. Символ и сигнал. Возьмем минутный таймфрейм, это пример, М1, минутный таймфрейм. Минутный таймфрейм, валютная пара фунт-доллар. Хотя сейчас британцами я не торгую, я торгую евро-доллар, ГБП. Я торгую евро-доллар, фьючерсный индекс NASDAQ, нефть и золото. 4 инструмента. Конечно, можно торговать больше, но тогда постоянно будешь дергаться то с одного рынка на другой. 4, честно говоря, для такого интрадей, скальпинга, дейтрейдинга выше крыши трейдера. Для меня, опять же таки, мы не ограничиваемся в чате, когда разбираем, смотрим на другие активы. Итак, М1, фунт-доллар, время мы берем, допустим, 16:30 Москвы то есть полпятого, допустим, до 19:00 Москвы, мое стандартное время торговли. Это очень важно, потому что, например, стоп-лосс, тейк-профиты по паре фунт-доллар в вечернюю сессию, в американскую, имеется в виду по Москве вечерняя сессия, вечернее время, будут отличаться от стоп-лосс, тейк-профитов утром. Очень важно. Имеется в Европу, имеется в виду в европейскую сессию. МСК, и сигнал, допустим, ротация бара, я возьму свой распространенный сигнал РБ. Это может быть ваш сигнал, допустим, какой-то паттерн другой, но чтобы было понятно. То есть у меня есть конкретный сигнал, у меня есть время конкретно, у меня есть валюта конкретная, допустим, фунт-доллар, и время торговли. И таймфрейм, точнее. И вот, что мы с вами сделаем. Вот, допустим, какой мой сигнал, ротация бара. Ротация бара, допустим, изменение цвета свечи, чередование свечи с белой на черную, с черной на белую. И правило такое: если цвет свечи поменялся с черных на белые, и гистограмма тренд-фильтра, которая находится внизу, зеленая, то buy. Вот это все правила, то buy.
то покупка. Покупай. 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 Это просто пример, еще раз, не нужно особо в это вникать, потому что моя основная задача вам показать, как улучшить качество стоп-лосс в Take Profit. Да? Вот у меня есть первое условие, которое совпало вот здесь. Да? Да или нет? Да, абсолютно. После черных белый, в мою сессию она выделена здесь, минуты таймфрейм, фунт доллар и тренд-фильтр зеленый. Никаких сомнений в этом нет, абсолютно. Теперь, вот мой вход в рынок. И что я делаю? Я задаю два ключевых вопроса. Сколько P пунктов цена прошла в плюс, прежде чем развернуться? Будем сокращать, да? Прежде чем развернуться. Сколько пунктов цена прошла в плюс, прежде чем развернуться? И вот здесь второй важный вопрос. Сколько пунктов цена прошла против и затем в плюс? Критичных два вопроса, которые вообще решают все другие вопросы, все другие сомнения и все вот эти метания вокруг того, где же все-таки правильно, в каком месте этот стоп ставить. Тогда, если непонятно, вообще не буду ставить стоп. Где этот тейк ставить, чтобы он наконец доходил. И вот так, сейчас я до конца, весь этот момент мы пройдем, все эти этапы до конца. Да, и так ты уже будешь знать конкретно, где чаще всего, какое количество пунктов, да, цена проходит и в каких случаях твой тейк будет достигаться в процентном соотношении. Соответственно, здесь я покупаю, я смотрю, сколько цена прошла в мою сторону. 38 пунктов. Да? Ну, допустим, там 40 пунктов, 38. Записываю. Первое 38 пунктов. По первому сигналу 38 пунктов. Ага. Окей. Дальше идем. Вот второй сигнал. Все то же самое. Белый бар после черных. Тренд-фильтр зеленый. Покупаю. Сколько цена прошла в мою сторону. Имеется в виду до следующей черной свечи. Да? Мы будем отмечать как критерий движения. 19 пунктов. В 2 раза меньше, 19 пунктов, окей, 19 пунктов пишем сюда, 19 пунктов, а цена шла против меня, здесь нет, да? Здесь шла против меня, нет, окей. Следующий сигнал вот здесь, вот он, да? Снова можем поставить вертикальную линию, вот сюда. Здесь мы видим, цена прошла против меня, сколько, 5 пунктов, да? Угу. А в плюс прошла 15 пунктов, отлично, заношу эту информацию сюда. И вот так я совершаю 50 сделок, да, или там 100, 200, чем больше, тем лучше. И смотрю, сколько в среднем цена после моего сигнала при всех вот этих условиях, сколько цена проходит в прибыльную сторону и сколько цена проходит против меня. Возможно, вам достаточно ставить стоп на уровне 8 пунктов, а первый тейк на уровне 18 пунктов, например. Или даже достаточно 1 к 2, 16 пунктов. Или 10 на 15, например, 10 стоп и 15 тейк. Тогда гарантированно ты будешь брать первый тейк и, возможно, раздробить позицию таким образом, чтобы поставить второй тейк на там, 38. Если 38 пунктов цена проходила в среднем в 20% случаев, например, да, из которых ты проверял этот сигнал. Вот ключ к тому, как обеспечить грамотный... Хотел сказать, обеспечить грамотный подход. Что-то я замудрил. Короче, как сделать так, чтобы твой тейк был реально по рынку. Не где ты хочешь, не где тебе кажется оптимальным take profit, stop loss, а где тебе рынок говорит, что оптимально. То есть диапазон в зависимости от того, сколько цена ходит, реагируя на твой сигнал. И это будет самая правдивая информация. О том, где ставить стоп, где ставить тейк. И вы будете понимать, на что рассчитывать, на какие цифры. В общем, если видео полезно, интересно, лайк, комментарий, какие-то вопросы пишите под этим видео. Всего доброго и встретимся уже на следующей неделе. Пока!